Итак, стиральная машинка Haier. Что из особенностей? Панель под наклоном, если встраивать, будет вот так вот торчать, что не совсем удобно, потому что можно что-то на нее пролить случайно. Кнопочки удобные, выбор программ удобный, есть дисплей. Люк закрывается, надо надавливать на него, чтобы закрыть и запустить программу. В машинке есть инверторный двигатель, что очень хорошо, потому что он бесшумный, но прямого привода нету, как указано на некоторых сайтах. Вот так выглядит она внутри. Очень хорошая манжета, резина мягкая, защита от плесени, я думаю. Бак разборный, такой хороший бак на вид. Сзади мы видим довольно приличный подшипник большого диаметра. Вот это мы видим ее внутренности. Слева направо двигатель, блок управления, панель управления верхняя, передняя. Вот здесь мы видим, как установлен УБЛ, устройство блокировки люка. Вот этой веревочкой, протянутой через верх, снизу он открывается аварийно, насколько я понимаю. Но работает очень шумно, когда открывается, если честно, и придавливать надо, чтобы закрыть. А это датчик уровня, ну, расположен стандартно почти как во всех машинках. Верхняя панель крепится здесь саморез, здесь саморез и 3 самореза вот здесь. Снимается, в принципе, очень легко. Внутри машинки мы увидим барабан, которого не все рекламируют. Он действительно необычной формы, очень ребристый, много дырочек. Скорее всего, очень хорошо отстирывает, я думаю. То есть барабан действительно заслуживает внимания в этой машинке. Вот это защелка замка, ну, нестандартная для стиральной машины, но располагается блок управления снизу слева. Вот крепление, в принципе, тоже стандартное для многих машинок, крепится хорошо. Вот TEN мы видим, датчик, не знаю его предназначения, честно говоря. Справа снизу установлено что-то типа конденсатора для двигателя, и почему-то насыпан керамзит, видимо, с китайского завода. TEN стандартный с датчиком температуры, все провода на фишечках, что очень удобно, когда их снимаешь. Подшипник все-таки очень большой и, скорее всего, надежный. То есть здесь китайцы нас не подкачали. Вот так выглядит все в сборе. Провода под пленочкой, под защитой. Но в принципе все равно висят, что не очень хорошо. Вращается совершенно бесшумно. Инверторный двигатель все-таки это очень хорошо для стиральной машинки. Но есть некоторые минусы. Их и добрались. Это плата управления двигателем. Она очень нежная, потому что видите, какая система охлаждения, сколько там конденсаторов. Вот с завода она заляпана вот такими бросками герметика, я бы так сказал. Висят провода, контакты. Но на вид сделано несколько аляповато, хотя это очень нежная плата, она перегревается, она очень чувствительна к вибрациям. То есть тут китайцы немножко подкачали, потому что они установили эту плату на двигатель, который тоже греется. И мало того, что он греется, при отжиме он очень сильно вибрирует, поэтому поломки этой платы это просто неизбежно. Если вы даже захотите перенести эту плату, если у вас есть такие возможности, мне кажется, это будет очень сложно, потому что таходатчик встроен в плату. Поэтому вот это большой жирный минус на всю эту китайскую машинку. Все-таки немножко нас китайские товарищи подвели, как ни странно. Потому что машинка в целом собрана очень хорошо, за исключением вот этого вот элемента, который все равно сломается рано или поздно. Как бы вы ни старались и не в щадящем режиме не стирали, потому что здесь не может здесь стоять элементы, которые греются и которые будут трястись постоянно. Поэтому
я бы так сказал, не очень удачное решение китайских инженеров. И также вот эти провода, которые соединяются к двигателю, они тоже, в принципе, висят. При вибрации от платы могут отходить. Все вот это они, конечно, залили герметиком кое-как, чтобы погасить вибрацию. Но, извините меня, это просто, я не знаю, как назвать вот это вот безобразие, которое сотворили наши друзья китайские. То есть из-за этого машинки один большой жирный минус, потому что не сможет она долго проработать с таким расположением платы. Вот вкратце, что я хотел сказать по машинке Haier. Так, выглядит хорошо, люк большой. Из минусов щелчок люка очень громкий, и сама она играет там мелодии, ну как-то так звучит слишком громко. Хотя вот все остальное у них на высоте. Если бы не двигатель, то было бы вообще идеальная машинка.